Пациента 1. После операции лапароскопии паховые грыжа. Появились боли в правом яичке и не проходят. Лечение проходил. Диагноз местного врача эпидидимит. 2. Боль при оргазме в середине оргазма при сокращении мышц, боль на 1-2 секунды в прямой кишке или внутри где-то. 3. Незаживающий гнойник возле анального отверстия, до конца не проходит даже после вскрытия, на время проходит, потом опять. Консультативное заключение по представленным КТ-томограммам пациента 34 лет, дата исследования 13 июля 2023 года. Область исследования органы малого таза, при анализе результатов использованы построения в аксиальной, сагитальной и фронтальной плоскостях. Мочевой пузырь адекватного заполнения. Стенки его тонкие, ровные. В просвете пузыря патологические образования и включения не выявлены. Паравезикальная клетчатка интактна. Мочеточники в зоне сканирования не расширены. В правой прямой мышце живота, по медиальному ее контуру, передней поверхности визуализируется инородное тело плотностью до плюс 1000 ху, размером до 9 на 8 мм, медиально на этом же уровне включения 8 на 8 мм, по медиальному контуру мышцы, на пару сантиметров ниже крыла подвздошной кости визуализируется аналогичное включение. Четвертое включение по передней поверхности нижней ветви лонной кости возле лобкового симфиза. Видимые участки кишки, без особенностей. В перианальных тканях, в условиях отсутствия контрастного усиления, патологические включения не выявлены. Предстательное железо размером 28 на 37 на 36 мм, объемом 19,5 кубических сантиметров, структура ее диффузно неоднородна. Семенные пузырьки без особенностей, лимфатические узлы в малом тазу не увеличены. С обеих сторон визуализируются единичные паховые лимфоузлы, размером по короткой оси до 14 мм. Заключение КТ: картина диффузных изменений предстательной железы, инородных тел мягких тканей паховой области справа. Рекомендована консультация уролога, хирурга, МРТ с контрастным усилением. 13 июля 2023 года, М.Н., доцент Котов М.А. Заключение не является окончательным диагнозом и должно оцениваться лечащим врачом вместе с результатами других исследований и клиническими данными. Комментарий врача-рентгенолога для оценки органов малого таза, кишки, перианальной области, выполненная КТ без контрастного усиления, профанация. Достоверно по этому исследованию ничего не сказать, за исключением того, что в правой паховой области есть инородные тела, не очень похожие на обычный шовный материал, но лучше уточнить этот момент у хирурга. Я бы рекомендовал сделать МРТ малого таза с контрастным усилением.